лайк все поставили быстро. Все, поехали. Не важно, не хочу За вообще о тебя. волосах говорить, это там такая смутная история. Усыпили меня, покрасили. Ты больше не появляешься на этой даче? Я уже месяца 3 не появляюсь на этой даче. Родители еще в детстве такие, скажи хохол, я такой, я хохол. Осуждаю, блядь. Осуждаем. Всем привет, мы на KFC Батле, пошумите, ребята! Чего, Мы KFC ищем Battle? 10 самых модных и стильных людей. Ля, А если какой? ты хочешь Саня, еще кстати. больше роликов на тему Саня, «Сколько какой? стоит шмот?», переходи на наш второй канал Домоходик, ссылка в описании. И обязательно досмотри этот выпуск, потому что... Когда у Вячеслава Братишкина запустился стрим. Блять, осуждаю. Сразу говорю, осудительный момент сейчас был. Ой, ну. что в конце ролика тебя ждет розыгрыш 10 тысяч рублей. И, конечно, подпишись на наш инстаграм. Только там мы общаемся с нашими подписчиками. Погнали, ребята! Здорово. Здорово. Ты знаешь, что я твой Здорово. большущий фанат? Ничего себе. Я тебя смотрю лет с 7, с 6. Круто. Фиксиков смотрел? Я смотрел Это же этот, из Яралаша. Помнишь, он такой, правда, он пухлый был? Ёпта, че, реинкарнация, что ли? Ералаш. И Яралаш, и Фиксиков. Я Дим Димыча сейчас озвучу. Ну давай, как... Кстати, неважно, что ты там озвучивал, Хадость. Значит так, я в конце прорекламирую KFC так, как его не рекламировал никогда и никто. Вот в самом конце данного видео я прорекламирую вот KFC. Это будет лучшая реклама KFC за всю вообще историю вообще существования этого увидите. Какой Вот. я по счету в твоей жизни человек, Чекай, который вот говорит, чекай. что ты похож на Вовочку из Ералаша? Ну, не знаю, мне такое не часто говорят. Но я просто снимаюсь в Яралаше. Просто ты редко со стариками общаешься, как я, такими. Да нет, вы не старик. Ты не старик. Вы не старик. Как тебя зовут? Меня зовут Саша Новиков. Сколько тебе лет? Мне 14. Чем ты популярен в этой жизни? Я бы не сказал, что я популярен, но я просто блогер. В Ютубе, в Инстаграме, и сейчас залезаю в ТикТок потихоньку. Но это трудно назвать так. Расскажи, что на тебе, какие шмотки, где брал, почем? Ну смотри, джинсовка. Блядь, комбо. Я не знаю, где я ее брал. Ну, 1005, наверное, 10. Где-то. Это Пепе джинс, я вижу. Пепе джинс, походу, да. Да, Пепе джинс. Свитшот по бартеру заслали, он Новиков, йоу, все подписывайтесь, ребят. Мой инстаграм. Джинсы обычные. Заместо того, чтобы подписываться на всяких там вот этих вот Сашенек, надо на кого подписаться? На дядю Лешу. Hard.inst. Лех, раз в миллион лет сделаешь, нет? Сервантус, ты тут? Давай я вот так рукой сделаю, и такая магия монтажа будет. Давай? Давай. Готов? Нет, чини. Давай. И вот надо подписываться вот на это такой вот инстаграм. И я такой рукой. Фу. И на экране, короче, такая надпись появится. Нормально? Это интернеты. Ха-ха. Тут так можно. 1500-2000 тысячи. Ага. Я ж типа бедный школьник. Поэтому, типа, не сильно дорого все нык. Ты Ясно, типа в бедный или Ералаше бедный? на бабки кидают. Относительно. Ну, вообще бедный, да, вот так можно сказать. И кроссы Nike, не знаю, как называются, просто понравились, купил за 10. Я смотрел ролик, где ты делал прикольное свидание на крыше. Да, Это реально твоя девушка? да, это реально моя девушка. Вы сейчас до сих пор в отношениях? Да. Но Это- как раз через завтра у нас будет 5 месяцев. Это большой срок. Слушай, так и до свадьбы, да? Всем похуй! Идет. Ну, надеюсь. Серьезно? Думаешь уже об этом? На самом деле, ну, Видя задумался, да. отсюда разбийник. Ты считаешь, что ты созрел уже для серьезных семейных отношений? Ну, не настолько, но должны же быть мысли на будущее. Определенно. Сколько тебе, кстати, денежных средств нужно, чтобы себя и семью свою будущую Не прокормить? Я все зарабатываю сам. Как? На Ютьюбе я еще актер, я снимаюсь в фильмах. Вот.
Блять. Идут два рэпера. Один в кепке, второй тоже пизды получит. А это, говорит, Сашенька, друг Аленки. Что вообще происходит? Так. За это лето, уже за первый месяц, я закончил 3 проекта. Могу вам даже проспойлерить немного. Это проект «Маленький воин», фильм, который будет в кинотеатрах. Проект «Новая жизнь» тоже в кинотеатрах. И «Доктор Рихтер» — это сериал обычный. Вот. При Сколько спонсировании тебе бабок приносит твое Министерства актерство? культуры. На самом деле, ну, типа, я не считал. Его Каждый кидают на месяц бабло, он по-разному, рыжий. но- Ну, в зависимости, сколько приносит, настолько и живу. Вот так. Осуждаю. Красивый ответ, чувак. Ля, рядом Гэнс. Я, короче, с лейбла Startup, представляю команду Демброс и объединение Содопром. Сколько тебе лет сейчас? Он сейчас 24. со мной разговаривал, Круто. Расскажи сегодня про свой шмот, что понял. на тебе и почем покупал. Я покупал, короче, вот это вот в Киеве, в секонд-хенде, за 150 гривен, где-то 400 рублей, наверное, примерно, плюс-минус. Вот это вот купил за 96 гривен, это, наверное... Слушай, где-то 300-350 рублей. Кроссовки Не понял. за 8 тысяч, не знаю, модели тоже, я, короче, не особо. Я залетел, понравились, взял. Это Рибаки DMX, по-моему. Ну вот, видишь, вот так вот. В смысле, залетел? Носки за косарь, тоже Рибак. Что еще? Футболка Рибак. Я не помню, если честно, сколько она стоит. понял. Вот. Очки за косарь 500 купил в Киеве. И часы мне подарил братик. У нас была такая встреча. Мы вот начали делать рэп в Чехии. Но меня депортировали за плохие поступки, и поэтому вот мы встретились уже в Москве спустя 3 года, и вот брат мне сделал такой подарочек. Ты очень много Чё, нормально, чувак, упоминал стильно одет, город кстати. Киев. Ты оттуда? Я сам с Украины, с Кривого Рога, вот. Но как бы Киев столица, там есть что делать. То есть ты Поэтому- туда перебрался? Перебрался в Москву. Уже в Москву перебрался? Перебрался в Москву, пока езжу, все эти дела с документами, но типа чаще стараюсь находиться здесь. И еще ты так намекнул, что в Чехии тебя за плохие дела депортировали? Да. Это какие? Расскажи нам. Слушай, ну мы были студентами, знаешь, там к русским относятся с опаской, вот. Русские, я говорю русские, потому что там украинцы русские, неважно. Что у него на щеке написано? Потрахивай меня? Извините, подождите, Потому что там подождите. украинцы русские. Я неважно. реально не увидел. И Тем не более, важно. что, давай по чесноку, и на украинца, и на русского ты не сильно внешне похож. Так, тихо, тихо, тихо. вот так, да. Но я стараюсь. Знаешь, родители еще в детстве такие, скажи хохол. Я такой, я хохол. Я тебе, сука, скажу сейчас, ты дурак, ты, блядь, контуженный. Додик! Я осуждаю, блядь, этого дурака. Сука, дурака. Блядь, я осуждаю его. Мы все братья и сестры. Гадость какая, а? Сука. Блядь. Ребята, посмотрите, рядом со мной легендарная группа Френды, Рома Ларин, Макс Мацишин. Привет, Кто ребята. Здорово, Саня, здорово. Да-да, здорово, Саня. Все Блядь, до сих что пор не думают, рэпер, что то- вам еще нет 17, и наконец пора признаться, сколько лет вам? Мне 22 в августе будет. Мне 18 исполнилось вот 10 лет назад. Пацаны, расскажите по чесноку, что на вас сегодня. Макс, давай с Блядь, тебя чуть начнем. сознание не И начну потерял сразу от с того, что напряжения. меня вообще не обламывает то, что я в паленке. Итак, начнем. Это H&M. Я взял за 1700 рублей на распродаже. Вы- Подожди, ты H&M паленку берешь? Да, там были оригинальные H&M. Я говорю, у вас есть паленки? Я не могу. Я чисто... Скажите ему, что... Скажите, что это и так, ну, недорогой бренд. Вы как бы поясните. Я прошу прощения, а как зовут данного героя? Я пропустил. Сейчас, одну секунду. Я так чисто для себя. И начну фразу с того, что Сейчас. меня вообще Одну секунду. Лет вам. Сейчас, подожди. Если стою с кем-то рядом, да. Да пошел. Группа Френды, Рома Ларин, Макс Мацишин. Макс, вроде имя такое нормальное. за 1700 рублей Странно. на распродаже. Вы... Подожди, ты H&M паленку берешь? Да, там были оригинальные H&M. Я говорю, у вас есть паленки? Я не могу. Я из Саратова, я не могу ходить в оригинальном. Это как это... на техстекло так не делали. Я говорю, дайте мне паленку. Мне дали паленку и сказали, что это демисезонные. Ходи в них летом и зимой. Вот сейчас в Москве плюс 23, и я
Я в зимних ботинках. Желаю тебе когда-нибудь докопить на летнюю обувь, наконец-то. Да. Но у меня у меня в левой ноге один летний тапок есть. Об этом никто не знает. Это комфортнее просто. Дальше, штаны. Ребят, штаны это Zara. Это оригинал. Вот тут я потратился. Это оригинал. 1500 я, по-моему, отдал. И чувствую себя прекрасно. Вы знаете, все-таки в оригинале себя ощущаешь как другим человеком. То есть, если ноги я себя чувствую лохом, то вот здесь вот где ляжки, я чувствую себя красавчиком. Эта майка, я даже не знаю, по-моему, я даже знаю, что за фирма. Давай посмотрим, давай. Как говорится, бубенчики всегда в комфорте должны быть. Ребята, вы можете одеть что угодно, паленку, но бубенчики храните всегда в тепле и в сырости, и не храните их. Чтобы всегда там сухо было и комфортно. Я знаю, что это за бренд. Это в Нью-Йоркере продается. Вы понимаете, я эталон того, что можно купить за 1500 рублей в целом. Это Нью-Йоркер, ребята, я скажу. Итак, двигаемся дальше. Это куртка марки B-Edgy, я не знаю, как правильно читать. L, это, наверное, не лох, я надеюсь, значит. Она стоит, я, честно говоря, не знаю, я смотрел сейчас в интернете, пока шел, что прихорашивался перед интервью. По-моему, 1013 она стоит. И это оригинальный Ray-Ban, ребят. Вот это оригинал. Завидуйте, хейтеры. Это оригинал Ray-Ban. Чему завидовать? 9 или сколько тысяч рублей? Не знаю, сколько ты брал. 9. Если я скажу неправильно, захуесосьте меня в комментах. 9 тысяч рублей. Минус комменты. И твоя укладка. Моя укладка бесценна, потому что она неизменна, во-первых. Вот. Не спугнись, а птенцы разлетятся. Да-да, не орите туда, там живут птицы. Не орите громко, пожалуйста. Часы Timex. Вот здесь вот вылетела штучка вот эта. Я вставил туда от ручки, от шариковой. От ручки, от шариковой стержень. Не, это классные часы, потому что мне их подарил отец, когда я учился в 11 классе в школе. И я их ношу с Это тех пор. бесценно, как на вот- самом деле. Ну, это круто. Я надеюсь, что я когда-нибудь ты у мамы- когда-нибудь подарю их своему отцу обратно. Скажу, забери уже их. А ты у мамы инженер, судя по всему. Да, я у мамы инженер. В общем, это Джорданы, они стоят 1010 рублей. Дальше это штаны Бет Нортон, 1005 рублей. Я их покупал лет 5. Хля, Людка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ёб твою мать. Для обоссался. От радости, ля. Ай-яй-яй-яй-яй. Я вам всегда говорил, когда пописали, надо стряхивать, а то вот так вот будете ходить. Ай-яй-яй-яй-яй. 5 назад. Ну, рэперы. Футболка Александр Вонг. Я Да не, уже не не важно. знаю, если честно, сколько он Понятно. стоит, мне подарили. Такой серьезный Куртка молодой Фрэнклин человек. Маршалл, И... 12 тысяч рублей. Да уже не важно. Готовился Я готовился, понимаешь, я целый год готовился, потому что пацаны-то знакомые наши. Вроде Когда и они борода, хайпанули, Мы и- все ждали целый год, когда мы придем тоже немножко хайпануть. Нормальный парняга. Чтобы не сразу, понимаешь? Выждали, да. Ждал, когда акции H&M вырастут, Да чтобы не сказать, важно что мои уже, ботинки всё, стоят двушку, но этого не произошло. Не А важно. да ты про кольцо, кстати, еще не сказал. У меня кольцо, я не знаю, свадебное можно говорить или нет? И слово Обручальный. свадебное мы запикаем. В общем, это Apple где-то 60 или 70 тысяч рублей. И цепь... ладно? Да. Apple И цепь, кольцо? которую мне Почему ему платят больше? бабушка с дедушкой мне подарили 1005 рублей. В общем, это тоже одна из самых дорогих вещей Хайпанул! для меня. Вот. А самое главное, друзья, А это, говорит, обоссанные штаны за 15 тысяч рублей. в группе Френды, мы откроем вам тайный секрет, мы практически никакие вещи себе не покупаем сами, нам все дарят. А я хочу сказать, что вот это вот говно за 1500 и вот это я купил на свои деньги. Привет, Тимофей. Блин. Добрый вечер. Блин. Ебать. Мне сначала страшно, а потом смешно вдруг внезапно стало. Ёпта. Нихера себе Тимофей с баблгамом. Нормально. Утро, день. Если тебе не мешает сосательная конфета, мы можем и с ней продолжить, все нормально. Ну, пока это конфета, мне она не мешает. Наконец-то я встретил человека, который вызвал во мне дичайший комплекс роста. Ты не первый, не переживай, но и не последний. Расскажи, сколько тебе лет? Мне 32. Я могу сказать, что ты самый популярный баскетболист из России. Ну, наверное, я не знаю. Мы с Лехой, наверное, как-то вдвоем. Со мной, кстати. Делите титул. Ну да, наверное. А можно сказать, что ты самый богатый баскетболист России? Не-не-не, Леха богаче.
Ну, смотря чем вы богатство измеряете. Бабками? Не знаю. Это он про меня, Может кстати. быть, можно. Значит, сегодня на мне из того, что я покупал, это только трусы Ёпта. Calvin Klein и часы G-Shock. Вот, все. Остальное у меня... А покажи нам поближе их, пожалуйста. Вот. Время нью-йоркское, если что, мне надо знать. Почем ты покупал часы? $500. И трусы? Не знаю, $20-30, не знаю. А все остальное тебе Nike выдал? Nike халява, носки Jordan тоже халява, майка 500 рублей, обычная белая, и Jordan худи, как говорит, как у вас говорится модно, худи. Какие у тебя самые дорогие вещи в гардеробе? Самая дорогая вещь, которую я купил, и я ее просто потом продал, потому что я ее один раз там за год, наверное, за 3 года я ее один раз одел, и она у меня висела. Это была кожаная куртка Dolce Gabbana. Я, по-моему, чтобы не соврать, купил ее там что-то в районе 3,5-4,5 тысячи долларов. И я ее, в общем, за год одел один раз. Даже за 2, наверное. И мне повезло, я смог ее продать. Ты любишь тачки еще, я знаю. Да, я люблю тачки. Сколько у тебя в автопарке автомобилей? Но дело в том, что я последние 9 лет как бы живу на 2 страны, и мне приходится машины и здесь иметь, и в Америке. Кто имеет И, машину, допустим, в там Америке у меня садись. сейчас 3 машины, и в России у меня сейчас 2 своих, 3 своих. Одна из них уже там год не ездит, не до нее. И мне еще дают одну машину на халяву BMW поездить. Какая у тебя самая X7, любимая да, тачка в говоришь? Штатах и здесь? Ну, смотри, самая любимая тачка у меня в Штатах, я как раз в прошлом году себе купил, это классика, BMW шестерка старая, это 1988 года рождения машина, то есть старая машина, она практически моя одногодка. Вот. А здесь моя любимая машина. Я надеюсь, что на следующей неделе мы ее заберем, уже окончательно достроим. Это мой долгострой, так как говорится. Уже 2,5 года мы делаем с ребятами, со знакомыми с моей машину. Это Волга ГАЗ-24. А что там за внутренность у нее? У нас первая полноприводная Волга с двигателем от Toyota Supra 2JZ, знаменитый двигатель такой есть. Вот. И на последних, ну вот мы еще не донастроили ее, но вот на прошлой неделе настраивали. А почему он, а не я, живет в Америке? А? Значит так, слышите вы, в фирме Nike, вот эти с галочкой, которые, я вам торжественно заявляю, что если вы мне кроссы не притараканите ваши, я не знаю, что я сделаю. Я могу встать. Я купил недавно за, по-моему, 1010-15 салатового цвета кроссовки. И выставил в инстакарточку. А вы? Вы хадости. Даже вот по бартеру там не прислали кроссовочки. Там разные там. Белые там, разные беговые, там повседневные, там Джорданы вот эти вот. Эх, вот бы Nike что-нибудь прислал, да, было бы классно, конечно. Она показала 600 лошадей и 700 крутящего момента, и это еще без давления, то есть мы еще не дули, мы поедем на следующей неделе донастраивать, дул? там надо было кое-что устранить, и посмотрим, что она покажет. Привет! Привет. Я-то тебя знаю как Мимимишка. Скажи, какое у тебя настоящее Кто, имя? блядь? Я Никита, мое имя Никита на данный момент. А ты бы мог, в принципе, и не говорить. Ну, в общем. Как бы... Тут люди в чате не глупые. И, ребят, кто сразу как бы, ну, понял, вы просто плюс как бы поставьте. И, ну, там, все понятно. Сколько тебе лет? Мне 16 лет. Ты в 16 лет, я так понимаю, самый популярный чувак в российском ТикТоке? Один из самых популярных. Ну ты скромничаешь. Ты и на Ютубе очень популярный, еще и в ТикТоке. Ну, не знаю, но я надеюсь, то, что так многие считают. Чтобы быть самым популярным в ТикТоке. Ёб твою мать. Значит так.
У меня вопрос ко всему чату. Вы что хотите сказать? В ТикТоке вот такие вот, да, вот сидят? Вы сейчас вот серьезно, да? То есть я, когда вот свое красивое, так скажем, видео запишу в ТикТок, там вот это, да, вот это будет, вот это вот, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А я там хотел тверкануть. Ну ничего, оценят! Нужно уметь круто танцевать. Конечно, это обязательно. Конечно. Ты это делаешь? Конечно. Можешь показать? Давайте сейчас зафлексю. Так, смотри. Музыка, или просто флекс пошел. Бро, ты очень крут. Рассказывай, что сегодня на тебе, почем шмот? Не видал Так, больших смотри, давай залов. сверху пойдем. Это кофта Fight. Она стоит 45 тысяч рублей. Вот. Дальше футболка. Это обычная бершка. Недорогая. 1500 где-то так. Джинсы. Это джинсы Tommy Hilfiger. Они стоят в районе 12 тысяч рублей. Носки Louis Vuitton. Они стоят 8 тысяч рублей. Носки. Ботинки. Блядь, Это носки, филы, 8 они тысяч стоят рублей. 15 тысяч. Сука, носки 8 тысяч рублей. Вы конченые просто. Вы реально, блядь, это вообще, это законно, нет? Рублей. Слушай, я тебя в каких только цветах не видел. Ты сколько за свою жизнь считал? Делал окрашивание сколько? Штук 15 дел точно. Они живые? Они остались что-то от них живое вообще? Ну Минус смотри, то волосы. есть у меня была челка, я ее красил раз 10, потом я ее отрезал, отросли новые волосы, и новые волосы я опять по новой красил. Ты хочешь их убить на корню просто? Ну, то есть, смотри, они отрастают, живые, все прекрасно. Я их убиваю, все, потом их отрезаю, опять живые 30 лет вырастают, человек и лысый всё, мальчик опять будет. крашусь. То есть это вот так вот все идет. Сколько тебе надо денег в месяц, чтобы ты себя хорошо и комфортно ощущал? Ну, 2-3 рублей, да, пока что вот на данный момент. На что будешь эти бабки тратить? 1300-400 в месяц будет уходить на шмот, но вот на то, что как я выгляжу. Там еще где-то 1 000 000 рублей на контент на YouTube, на контент, который я весь делаю, потому что это тоже все нужно вкладываться в это все продвижение. Я, блядь, вот сейчас не поленюсь. Сейчас, мой хороший. Как его зовут? Мы посмотрели. Это эксклюзив для Твича контент был. Продолжаем. А оставшиеся деньги на хорошую жизнь. Ты сейчас один или в отношениях? Я сейчас в отношениях. Представляешь, сколько Для тех, кто не знает, пока парень рассказывает, в каких он отношениях, мы только что зачекали там такой монтаж на этом ролике. Парень рассказал, на что он тратит $1 000 000 там, или рублей. На какой контент. Мы посмотрели, я на всякий случай передернул. девчонок? Во-первых, здесь целая очередь уже выстроилась на фотографию с тобой. И сколько еще перед экранами мониторов в регионах сидят девчонок, которые хотят как-то приблизиться к тебе? Я не Ты представляю. Я как бы понимаю, но не представляю. Какие самые были интереснейшие случаи, которые с тобой происходили, когда тебе докучали твои фанатки? У меня есть дача. Ну, дача, то есть у меня есть брат. Ему 18 лет, он имеет свою дачу. Мы туда часто приезжаем. Чувак донатит мне 100 рублей и пишет: Лех, хочешь 1 000 000 заработать? Дело на полчаса. Тут школьник один деньги разбрасывает. Жду. Говори, брат, я уже выехал. Куда ехать? Куда сосать? Раньше делать часто у нас? приезжали по Извините, выходным. пожалуйста. И один раз фанаты просто узнали вот этот дом, где мы живем. И просто весь этот поселок скопился около моего дома. И в 2 часа ночи нам стучали в окна, нам стучались. Просто они вообще ничего не давали нам делать. За дверью стояло более 30 человек. И ждали, пока мы выйдем. Ты больше не появляешься на этой даче? Я уже месяца 3 не появляюсь на этой даче. Здорово, тебя зовут Аким? Да. Ты что, самый богатый школьник? Ну, есть такое. Именно, да, в точку. Бля, я просто как в тренды не зайду. Постоянно ты катаешься на дорогих тачках, показываешь дорогущие хаты, тусуешься с такими же богатыми школьниками, как и ты. Блин, как ты пришел к такой жизни, а? Ну, так вышло. Я все сделал сам.
В общем, у меня свои бизнесы вот там по городу растыканы. Я перепродавал товары, и, ну, неважно. Ну, в общем, да. Сколько тебе лет? Мне 15. Как в 15 лет ты растыкал по городу свои бизнесы? Ну, папа, ну, практически сам. Ну, сам. То есть тебе родители все-таки помогли? Немножко помогли, стартапчик такой сделали. Значит, рассказываю. Вчера вот это вот, знаешь, 1 000 000 рублей на контент потратил. Значит, с моим другом Никитой, значит, едем. Представляешь, тачку купили на 1 000 000. Ну, мы тратим каждый месяц 1 000 000 на контент. Значит, за петличкой едем. За петличкой. Едем, значит, на тачке. Мерса взяли этого. Ну, Бэхо взяли. Вот эту лупатую, да, вот это едем, значит. И представляешь, короче, вот это вот папа нам бизнес расставил, да, мы деньги поехали собирать, значит, 100. Да, представляешь, короче, заезжаем во двор, бабосы загрузили. Представляешь, короче, и навстречу этот Мерседес лупатый, представляешь, едет. Ты представляешь, а? Едет, и вот эти, знаешь, только мы ему лоб в лоб, только фарки вот эти, представляешь, лупатые вылетели. Да, это... Завтра опять едем, короче, да, по точкам собирать, да. Мерса вчера же продали, короче, опять поехали, короче, в казино, еще бабок подняли, по точкам собрали. Завтра опять за петличку едем. Серьезно? Серьезно? А ты не верил, нет? Не верил? Серьезно, блядь? Ой, я сейчас расскажу. Там пару миллионов подвинули, а потом я уже сам вот так вот поехало, да. Это вансы, обычные олдскулы, но есть одно но. Мне их сделали доставочку прямо в мой коттедж. Это от арабского шейха. То есть они стоят около $3000. Танишки, но это обычные H&M, там они 1400 стоят. Это Rip and Dip, котик здесь, No Toxic, вот. Такая, она дешевая. Дешевая, 1007 рублей. Ну вот, то есть ни о чем. Вот это самый дорогой сейчас на мне, Хендрик. Такой бронежилет около $7000. Вот самое дорогое, что сейчас на мне есть. Телефон, iPhone XR. Я прошу прощения. Мне тут послышалось, наверное. Токсик, вот. Как ты говоришь? Дешевая. Бронежилет? 1007 рублей. Ну вот, то есть ни о чем. Вот это самый дорогой сейчас на мне, Хендрик. Хендрик. Такой бронежилет около $7000. Вот самое дорогое, что сейчас на мне бронежилет. есть. Телефон, iPhone XR, там 70, что ли, тысяч рублей. Это ремень Икеа, около 70 000 рублей, наверное, стоит. Икеа ремень. Неплохо. Я думал, в Икее все дешево. Это не Икеа. Красота. Слушай, и окрашивание твое потрясающий зеленый переходит в белый. Неважно, не хочу вообще о волосах говорить, это там такая смутная история. Усыпили меня, покрасили. Но расскажи по чесноку, есть у тебя сейчас отношения? Личное, не публичное. Бря! Аким, я тебя боюсь спрашивать, но сколько... Почему-то так хочется встать и что-нибудь рядом расхуячить, прям вообще в клочья. Там микроволновку, софтбокс, стул, я не знаю, ноутбук. Что-нибудь, знаешь, почему-то такое резкое желание появилось вот просто встать и, извините меня за мат, но прям расхуячить что-нибудь в клочья прям вообще. Чтобы прям разлетелось на мелкие кусочки, не знаю почему. Какое-то странное желание. У кого такое желание, тоже лайк поставьте, пожалуйста, на видос. Сколько тебе реально нужно бабок, чтобы ты себя максимально комфортно чувствовал в Москве? Прям Миллионов 9 рублей, это вот, ну, начальная цена, с которой можно начинать, с которой я буду себя чувствовать нормально. Твой прожиточный минимум. Ой. Это он и есть 9 миллионов? Ну, нет, побольше там будет. А на что основные бабки уходят в месяц? На ресторанчике очень люблю дорогую еду, вот, очень, вот, да, вот на это уходит. Ну, Вкусно питаешься. вот самое дорогое говорю, мне нравятся вот такие штучки, такие на себе носить. Слушай, ну ты сегодня еще более-менее по-простому относительно обычной жизни своей. Не хочу сильно выпендриваться. Смотришь наш канал? Конечно, смотрю. Карина Аракелян, привет! Привет! Я хотел ей передать привет все это время. Я думаю, она приняла твой привет. Она тоже нас смотрит. Да, это классно. Она тебе нравится? Ну, неважно. Ну, не хочу об этом говорить, что все. Ну, ничего на меня, не снимайте меня, все. Дымоход представляет лимитированное кастом...
Эх, вот бы дымоход отправил вот такой вот мерч их. Да, лимитированные. Главное, чтобы было 007 написано. Как у Джамис Бонд. Так, ну дымоходу, как всегда, лайкосик. Я поставлю, я на них подписан. Лайк везде прожал, все везде прожато максимально. Молодцы, ребята. Ребята очень красивые. Ох, особенно мне вот этот Саня нравится. Я, конечно... Блять. Лаги. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.